Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Таро-прогноз, гороскоп, события на пороге февраля. Давайте узнаем, каковы события с первых недель месяца. 3 главных события. Должна сказать, что формироваться эти события будут уже в конце января. Почему? Потому что, во-первых, в феврале нет ретро-планет. И планета Уран, который где-то будет задавать тон в феврале, как раз 27 января переходит из ретро в прямое движение. И, как известно, это ломка шаблона, какого-то стереотипа. Все же Уран. Он словно сметает то, что уже отжило, то, что уже не имеет вариантов к продолжению или не имеет смысла. И кто-то из вас мог столкнуться с какими-то событиями в конце января, может быть, не конкретно 27-го, может быть, даже днями раньше, 25-го, 23-го, какие-то новости или какие-либо дела, вот чем вы занимались. Скорее всего, это получит продолжение в феврале. Либо вы с чем-то будете определяться, либо, может быть, такое пороговое значение, да, когда я на выборе стою. И вот тоже такое для кого-то из вас будет словно решаться что-то в феврале. И если мы про 3 события, вот как раз на 3 события планетарных даже, если так можно сказать, будет богат. Посмотрите, как у вас удачно перевернулась карта. Дом, полная чаша, деньги, семья, порядок, уют, благополучие, изобилие, процветание, решение вопросов, согласование с недвижимостью. Может быть, и с движимостью тоже, но десятка пентаклей. Здесь как порядок во всем и действительно спокойствие, уверенность в сегодняшнем и в завтрашнем дне. Наверное, основной приоритет или курс на февраль месяц для вас, мои дорогие, правда. А я продолжу. Так вот, 10 февраля у нас новолуние, и эта дата совпадает с началом Нового года по китайскому или восточному календарю. У нас начинается с 10 февраля, год дракона, а год кота или кролика мы его провожаем. И 19 февраля происходит выравнивание планеты Хирон с лунным узлом в Овне. Очень важное событие. Почему? Хирон. Кто такой Хирон? Это образ могучего кентавра. И, как мы знаем из мифологии, Хирон был искусным врачевателем. И это то время, когда вы можете, мы все, не только представители вашего знака зодиака, так вот мы можем столкнуться с собственными ранами, психологическими травмами, словно нам напомнить может какая-то ситуация, чтобы залечить их, чтобы с чем-то разобраться и одновременно пытаясь помочь другим. Вот этот образ израненного целителя где-то может проигрываться как новая история любви или в каких-то отношениях больше ясности. Может быть, вам захочется. И дважды, мои дорогие, потому что 22 февраля в знаке зодиака Водолей Венера и Марс. И правда, захочется словно подкорректировать личную жизнь или кардинально ее изменить. Но мы идем дальше. Давайте мы спросим, что же придет? Что придет с начала февраля для представителя знака зодиака Рак? Что придет, а что уйдет? И мы достанем 3 карты, как 3 главных события. Что придет? Можно завершать все наши прогнозы, потому что сразу выпадает карта императрицы. Это статусная карта, это карта власти, это карта возможностей, изобилия, процветания. Не случайно вам десятка пентаклей, мои дорогие, перевернулась. И карта еще говорит о том, что у кого-то из вас перемены действительно в личной жизни. Раньше была дружба, а теперь вы будете решать жить вместе. Или для кого-то из вас что придет? Если меня смотрят мужчины, какая-то очень важная женщина в вашей жизни существует. Кто знает, может быть, и знакомство. А если меня смотрят девочки, у кого-то это может проиграться как материнство, да, или известие о том, что я жду ребенка, или для всех вас получение новой должности. Ведь по карте императрицы это образ нового «я».
И понятно, что и благополучие идет, и финансовый достаток, но и еще реализация какой-то своей идеи. Императрица плодовита, и не только в буквальном смысле, но еще и на какие-то свежие идеи. Может быть, какая-то задумка, которую вы сможете осуществить. И начнете или приступите к выполнению своего плана вот как раз в феврале, самое время. Но карта власти, поэтому ваши возможности, они безграничны. Вот так. А что уйдет? Еще один старший аркан. А тут будет уходить то, что словно ангелы решат. Где-то в небесной канцелярии, или мы говорим то, что мне по судьбе. Как раз карта и имеет пороговое значение между прошлым и будущим. Провожать будете прошлое и встречать все новое, что приходит на порог. Карта избавления от боли, карта избавления от каких-то страданий, разочарований. Словно какой-то прежний этап, мои дорогие представители знака зодиака Рак, безвозвратно закончился. И вам от этого неплохо и нехорошо. Вы просто будете спокойно провожать то, что не может быть продолжено на последующий период. И на вас в феврале будут оказывать влияние, но события, как будто обстоятельств или каких-то неслучайных случайностей. У вас сразу выпадает два старших аркана. По сути, страшный суд – это и есть завершение чего-то, причем по судьбе. А что придет? Сразу старший аркан – императрица. Хорошо, три важных события. С ума сойти, солнце. Я даже дополнительные карты не буду доставать. Карта солнца, карта счастья, возможности, удачи. Карта нашего эго. Когда захочется вам так это, ну, настоять на своем. Или это будет возможность, правда, какой-то свой план реализовать как мечту, перевести что-то в новое качество жизни. И знаете еще, карта Солнца – это один из выборов правильного направления. Всего две карты у нас, которые говорят о временных рамках и вот об этом самом направлении. И если на длительный период времени это у нас звезда, то вот где-то минимум на полгода это у нас карта Солнца. Вам как будто нужно за этот период времени до полгода 24-го сделать что-то кардинально важное для своей жизни, для личной, для финансового достатка. И возможности-то у вас будут и не одна, и не две, а просто словно пространство перед вами врата открывает. И значит, нужные люди встретятся, нужные события случатся ровно в то время, когда это необходимо. И возможности появятся тоже так, ну вот как что-то исполнится наилучшим образом, мои дорогие. Правда, ну давайте второе событие. Ну, три старших аркана, в принципе, они, по-моему, уже нам вообще обо всем рассказали. Тут редко бывает такое сочетание. Пятерка жезлов, мелкая карта. Эта карта чаще советует, вот если мы ее рассматриваем как энергетику, нам во что-то не ввязываться. Потому что эту карту я называю информационного хаоса. То есть это даже не выровняешь какое-то одно событие, это много информации в течение месяца февраля. И для вас правильное, ну, распределение этой информации. По пятерке жезлов мы как будто не должны торопиться на что-то откликнуться, потому что это больше нужно людям. Может быть, для кого-то из вас проиграется, кстати, и один человек, и какие-то с ним контакты, но человека будет отличать, что на него не понадеяться, ни ответственности не потребуешь. Почему? Он быстро меняет мнение. Вот здесь как и информация может меняться, так и вы можете столкнуться с человеком, который тоже, ну вот переменчив, наверное, как майский ветер. Может быть, карта говорит, не торопись действовать по какой-то услышанной впервые новости. Остановись, как будто пронаблюдай, проанализируй. И только лишь потом думай уже, надо тебе что-то продолжать или нет. Скучать будет некогда, это факт. Но то, что информацию вот так хладнокровно оценить стоит, это точно. Давайте раскроем немного вот как раз эту карту. И мы спросим, чем дело кончится, к чему вот такая многозадачность. Ну, наверное, успевайте, поворачивайтесь.
чем дело кончится. Значит, правильно какие-то ориентиры выберите. Ну, естественно, с такими-то картами. Посмотрите, девятка кубков. Карта самодостаточного человека. И вообще по этой карте личный бизнес хорошо проигрывается. Или какое-то творчество. Может быть, ваше хобби. Может быть, вы пишете книгу. Или вы просто заняты той работой, которая приносит вам вдохновение. У нас хозяин ресторана поднимает кубок за здравие свое и посетителей. У него сегодня все хорошо, и завтра у него все будет хорошо, потому что он все контролирует, он все держит крепко в своих руках. Ну и понятно, финансы как будто тоже. Ну, карта императрицы нам о финансах в общем-то, тоже сказала. Поэтому чем дело кончится? Какой-то самодостаточностью и решением тех вопросов, которые дела, работа, бизнес, ну и деньги где-то. Чем сердце успокоится? Давайте вот так. Ваша карта. Сердце успокоится. Вы останетесь довольны. Причем не только финансами, но и какими-то взаимоотношениями. Может быть, как раз партнерскими по делам, по работе, по решению тех или иных вопросов с документами или то, что вы себе планировали. Вы идете по своим планам, вы живете в согласии со своими где-то ритмами, и даже если, видимо, много информации приходит, вы, мои дорогие, благодаря интуиции правильно сделаете, приоритеты как будто расставите, в чем участвовать, а что условно мимо ушей пропустить. Давайте достанем карту совет, тем не менее. Ага, у кого-то пара, и вы знаете что? Тут можно семейный бизнес, может быть, у кого-то он уже есть, а кто-то всерьез подумает, а не начать ли нам. Вообще, спокойное течение жизни, я бы сказала, для людей, кто в паре, с новыми возможностями, с приходом, может быть, какой-то суммы денег, которая вам позволяет реализовать ваш какой-то проект, может быть, семейный даже, взаимопонимание, поддержка. И, видимо, даже словно есть партнер с вами, который на одной волне, даже для тех, кто не семейный. И тогда любую информацию когда вы заодно, словно одна команда все же, да, и вдвоем выпадает карта, то тогда вот этот информационный хаос вы все равно сумеете правильно оценить. И знаете, карты ведь нам говорят, не торопись. Вот где-то, понятно, 3 старших аркана вообще говорят, тут ты от внешних каких-то сил, ситуаций зависишь. Тут не все ты сможешь убыстрить или наоборот затормозить. Может быть, временами вам будет казаться, что нужно куда-то торопиться и везде успеть, а временами может как раз казаться, что словно что-то становится на паузу. Но у вас самодостаточность, наверное, вот красной линией через весь наш второй расклад проходит. И деньги. Вообще для вас очень позитивный месяц, февраль. Давайте третье событие. По рыцарю Пентаклей я называю эту карту марафонского забега. Это когда чаще это на зарабатывание денег или на наши какие-то амбиции, когда мы выстраиваем траекторию движения не в разрезе какого-то короткого успеха, который сегодня приходит, а завтра куда-то растворяется. Нет, здесь дистанция лет на 10-20, но это когда мы имеем уверенную жизнь, когда вот как, наверное, по девятке кубков мы все контролируем сегодня и можем просчитать на завтра. Для кого-то из вас может быть и поездка по работе какая-то важная, или к вам приезжает человек, и вам что-то нужно согласовать, но как будто уже финансовый эквивалент вас порадует. Давайте мы раскроем немного, чем дело кончится. Отдыхом, может быть, после какой-то поездки, переезда или какого-то согласований вам нужно будет привести мысли в порядок. Вот что-то или каким образом я буду дальше осуществлять свое продвижение бизнеса, или мои действия по поводу карьеры, или что вы планируете, откуда к вам приходят деньги. По этой карте, знаете, иногда вот что проигрывается. Помощь конкретного человека, который может помочь, может быть, согласовать какое-то дело, оформить документы или
иногда проходят люди, когда нас выручают деньгами. И по четверке мечей вообще это говорят, чем дело кончится. Но какой-то вопрос, видимо, вы либо решите, либо нам карта говорит просто отдохни, чем дело кончится. Тут не все закончится. Это скорее тот проект, как я уже сказала, на длительный период времени. И карта может просто говорить, уже режим, посмотрите, сколько у вас карт прекрасных выпало, но и старших арканов необходим как будто отдых, уделить внимание, может быть, и своему здоровью. К примеру, посещение стоматолога или просто пройти, может быть, обследование, или для профилактики в бассейн походить, или чем вам нравится заниматься, или просто отдохнуть. Давайте мы посмотрим, чем же сердце успокоится. Карта самодостаточности. Вот как раз рыцарь Пентаклей. Сердце успокаивается увеличением как будто финансов, повышением по должности. Для кого-то все-таки статус как будто меняется. Или какими-то новыми перспективами. Сердце успокаивается, по сути, потому что у вас все будет надежно, под контролем и распланируемо. Поэтому, правда, карта надежности. Давайте мы достанем карту «Совет». И еще раз нам говорят, отдыхай. Видимо, правда, возможности это возможности, мои дорогие, но не забывайте об отдыхе. Уставшие люди делают ошибки. Раз у вас такой, знаете, полноценно, ну, благоприятный период времени, вы явно, каждый из вас в той или иной сфере своей жизни прочувствуете, что мне как будто сейчас либо фартит, либо получается что-то сделать. Или вы, мои дорогие, в чем-то определяетесь, и для вас, правда, это как широкий простор, открыто все возможности, и вы прочувствуете вот этот импульс «ку железо пока горячо». И тем не менее, не впрягаться, наверное, в те дела, которые может за вас сделать кто-то другой. Делегировать часть своих рутинных обязанностей. Ну, есть такой момент. Если особенно вы страдаете перфекционизмом, это есть, безусловно, положительная сторона в этом качестве, потому что, вот как говорят, если хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Но где-то карты, посмотрите, две об отдыхе вам говорят, как будто не переутруждай себя сверх всякой меры, иначе, правда, иммунитет упадет, и все-таки февраль у нас даже эпидемиологически месяц, когда мы более склонны к вирусным заболеваниям или к простудным, и тогда, когда уже иммунитет нас не защищает на все 100%, от усталости буквально, либо мы можем ну, где-то устроить себе такой режим длительного отдыха или от того, что просто не справляется организм. И поэтому уделите внимание самим себе, мои дорогие. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.